Есть множество проблем в сегодняшнем сельском хозяйстве, но мы выделили 3 основных. Это истощение и закисление почв, короткий период выращивания и сбора урожая. Также это недостаток, пригодный для обработки земель. Население в мире растет, ресурс в виде земли, на которой можно выращивать различные культуры, он остается неизменным. Конечно, цель наша – это жизнь без химии, с применением экологически чистых препаратов для выращивания сельхозкультур. Мы выделяем гуминовую кислоту из торфа. По моему опыту, гуминовая кислота, выделена именно из торфа, торфогумат, самый эффективный, что дает возможность применения нашего препарата. Первое – это то, что можно и нужно всем, это увеличение урожайности. Дальше, сам по себе продукт – это природная субстанция, и получается исключительно из торфа, то есть это экологически чистый продукт. И одно из качеств – это улучшение качества плодов, где применялся торфогумат. pH препарата у нас близок к нейтральному, поэтому подходит практически для любых почв. Немаловажным фактором является и то, что гуматы не дают впитываться и принимать в растения тяжелые металлы. Ну и являются сами по себе природным иммуностимулятором растения. То есть мы повышаем иммунитет растения. Увеличивает урожайность, способствует разложению пестицидов в почве и сокращению применения их, обеспечивает восстановление нарушенного экологического баланса, снимает стресс растения после химикатов, увеличивает также срок годности продукта и увеличивает характеристики товарности. При применении и использовании его можно снизить применение минеральных удобрений на 50-70%, увеличение урожайности от 30 до 50%. В ряде случаев были проведены эксперименты в Киргизии, к примеру. По некоторым культурам увеличение урожайности достигало 100-110%. Были проведены опыты по пшенице, показана корневая система без гуматов и с гуматами, где применялась обработка семян и первая обработка после высадки. Показано увеличение энергии всхожести, содержание белка и прибавка урожайности. Знаю, что, допустим, по отдельным регионам в нашем мире есть определенные недостатки какого-либо из микро- или макроэлементов. Мы на это делаем акцент и в зависимости от региона можем интегрировать в наш продукт тот или иной элемент. Тип нашего продукта, да, это паста. Это оптимальный вариант для транспортировки на дальнее зарубежье. Срок годности у нас это максимум 60 месяцев. Ограничений по температуре и транспортировке нету. Мы получили, что насосы эти работают по 15-20 лет. Вот если брать немцев, допустим, да, они 7-8 лет все. Вся идеология, она заложена в проектировании, согласно вот этим построенным моделям. Делается бескавитационное обтекание в максимальном диапазоне рабочих характеристик. И для того, чтобы достичь этих параметров, вот именно такого бескавитационного обтекания, создаются рабочие части. 2 основных элемента – это рабочее колесо и корпус. Ну, корпус получается обычным литьем, это обычно стальной или чугунный. Главная технология – это литье по выплавляемым стержням. То есть идея заключается в чем? Что колесо сделано с лопатками, которые обычным литьем, так сказать, получить невозможно. Форма, ну, во-первых, точная, во-вторых, она получается необходимой конфигурации, которую другим способом, ну, в принципе, получить невозможно. Главное, что, видите, потоки, они безвихревые, они такие достаточно ровные, ламинарные. За счет этого получается КПД максимально приближенный к тому максимальному КПД, который данный насос обладает. Это датчики, соответственно, мы оснащаем полностью это датчики вибрации, датчики температуры. Как бы вот буровая платформа, как раз это приразломная, на которой мы свой первый насос, который установили морской. Причем он качает там морскую воду. Все атомные станции, построенные за последние 25 лет, значит, везде стоят наши насосы. В мире до сих пор, к настоящему времени, отсутствуют решения, которые позволяют тушить электромобили, которые, в России их пока мало, в тех же странах Юго-Восточной Азии их уже очень много, и статистика пожаров там впечатляет. И те же китайцы, корейцы, что бы ни говорили, у них это вопрос на повестке номер 1.
То есть пока не будет обеспечена безопасность, никакие нормативные стандарты не могут обеспечить их повсеместное внедрение, как бы автопроизводители не ратали за полную отмену ДВС, двигателей внутреннего сгорания. Различные мобильные средства передвижения, и различные аппараты, которые работают, то есть где используются автономные источники питания. Ни один порошок не тушит батарею, он не может внутрь проникнуть. Горение батареи – это комбинированный очаг. Это блок батареи завода «Москвич», который сейчас у нас электромобиль. Вот один из отсеков. Он содержит как раз уже несколько сотен элементов, горит, то есть, естественно, ограждающую конструкцию ставили, тушили, и тут видно, после тушения около половины элементов добились полного разгорания. То есть, когда температуры уже были больше 2000 градусов Цельсия, когда половина батареи примерно выгорела, осуществили тушение. Тушение такой батареи секунд 50. Никто в мире таким похвастаться не может. В конце января проводили испытания на базе полигона Peugeot Citroën во Франции в натурных батареях европейского производства, включая блоки Tesla. Мы единственные потушили. Французский парижский департамент пожарной охраны признал, что никогда такого в мире они не видели. Самое интересное, что ответили их специалисты, что аномальная скорость охлаждения. Когда мы тушим батареи, они посчитали, что теплоемкость нашего состава должна примерно в 6 раз должна быть больше, чем воды. Здесь и охлаждение, и, что важно, ингибирование присутствует. Ни один состав, который используется сейчас, вернее, пытаются изобрести, точнее, он не обладает эффектом ингибирования. Ингибирование – это отсутствие повторного сгорания, когда тот горючий материал, который есть внутри батареи, становится абсолютно негорючим. То есть он выходит во взаимодействие с компонентами состава, и после этого он теряет способность гореть. Следующая тема. Она альтернатив в мире тоже не имеет. Это тушение пожара класса F, это пожары ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов. Ввиду такой специфики, то есть это крайне высокие температуры, требования по радиационной безопасности, по ядерной, нужно было купировать возможный выброс радиоактивных веществ, комбинированные очаги учесть класса F, то есть что это не исключительно радиоактивный материал может загореться или ядерное топливо. Те порошки, которые были, они эти задачи не решают. И была сделана разработка, в которой моя компания участвовала. Это первый огнетущий, в данном случае порошковый состав для тушения подобных очагов, который прошел полный комплекс испытаний. В настоящее время ведется подготовка к организации производства подобных средств для того, чтобы обеспечить наши соответствующие объекты данными средствами. Допустим, данные средства, которые вы разработали, стояли на Чернобыле, допустим, на Фукусиме, то этой катастрофы человеческих жизней, потери и прочих вещей не было бы, да? Это позволило бы минимизировать все эти факторы в зависимости от масштаба очага и в зависимости от той стадии, на которой это применяется. Нормативное время – это считанные минуты. При этом первое в мире сертифицированное, аттестованное средство, оно появилось в нашей стране. У американцев такого средства нет, в других странах тоже, я знаю, нет. То есть никто не проверял на ту же ядерную радиационную безопасность свои гнетущие вещества, если они даже у них есть там. Они, конечно, что-то там у них есть, понятное дело. Полный цикл испытаний не проводил никто до сих пор. Теперь давайте из области крайне высоких температур, как я люблю говорить, перейдем в область крайне низких температур. У нас есть арктическая программа, у нас есть довольно большое количество предприятий, которые находятся в зонах с холодным климатом для такого же гражданского применения, для горно-рудной промышленности, для логистической сферы. Были разработаны противосмерзающие реагенты. Взяли, можно сказать, самые простые варианты. Для начала это уголь, это различные руды. Позже начали работать уже, конечно, и с различными фабричными концентратами. То есть многие смерзающиеся грузы, которые в условиях отрицательной температуры не позволяют их даже свободно перемещать в рамках даже одного какого-то технологического процесса. Влага в угле больше 7-8%, это фактически катастрофа. Идет, поскольку на экспорт уголь с содержанием влаги, как правило, если про каменный уголь говорим, около 10%, а то и выше, до 15% доходит, то эта проблема превращается в то, что тот же, к примеру, уголь, который здесь представлен, он превращается в монолит. Выгрузить, перегрузить его невозможно становится. Мы не плавим лед, как делают все составы. Достаточную пленку на поверхности такого относительно гидрофобного материала, причем как уголь, для того, чтобы обеспечить свободное перемещение частиц друг относительно друга. Лед остается льдом, но он не прилипает к углю. Вот в чем тут суть. Влажность угля мы не меняем, получается, но мы выгружаем свободный сыпучий материал. За счет чего это достигается? Мы убираем как раз ту самую адгезионную составляющую между водой, которая кристаллизуясь, налипает на частицы угля, и самим углем. Поэтому наши решения, они у нас не зависят от температуры, то есть что расход реагента что на минус 10, что на минус 40, он одинаковый. Он обеспечил разделительный слой, тоненькую пленочку, и он работает на любой температуре. Мы проводили тесты на гидрофобизацию, штабель обрабатывается специальным составом, он после этого как под куполом водонепроницаемым, с высокой степенью водостойкости находится. Какой бы мы ни взяли жидкий реагент, и если мы его хотим применять в малых количествах, вопрос его распыления, нанесения и так далее, он всегда стоит, и любой жидкий реагент, какой бы мы ни применяли, у него один большой минус – неоднородность распределения и большой расход.
Вот это, соответственно, цена соответствующая. Мы пошли по другому пути, сделали первые, подчеркну, первые в мире морозостойкие пены. Достаточно дешевые, эффективные средства, но с получением высокократной пены. То есть низкократную пену еще, если, как скажем так, очень постараться, кто-то, может быть, и сделает низкозамерзающую. Высокократную пену делаем только мы. Что означает высокократная пена? Ну, это кратность 300 и выше. То есть мы из 1 литра концентрата делаем 300 литров пены. Для сравнения, если мы берем любой другой жидкий реагент, даже солевой реагент, у нас расход падает более чем 100 раз сразу. То есть мы на вагон тратим, ну, буквально там бывает 10-20 литров жидкости всего лишь на обработку вагона. Мы вот стоимость обработки снизили. Мы снизили время зачистки вагонов, ну, то есть если там по углам что-то остается, мы снизили, соответственно, еще стоимость. По расходу, к примеру, если тоже хлористый кальций требуется для обработки угля такой влажности примерно 6-7 кг на тонну, у нас вышло 3-4 кг на тонну, то есть 1,5 примерно раза ниже. Это расход по твердому реагенту. Если мы говорим про жидкий реагент, то там у нас расход реагента, он примерно, ну, если сравнить с похлористым кальцию, примерно, мы считали, около 40 раз меньше.